Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 1 по 7 января. Первая неделя Нового года, 24-го. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какую-то подсказку или свою ситуацию, может быть, благодаря метафорическим образом карт вы сумеете просчитать на пару шагов вперед. Именно метафора 78 дверей называется эта колода, принципиальное значение. Открытые двери или закрытые. И каков ключ, чтобы эта дверь перед нами открылась. Ну, а может быть, куда-то и сами не пойдем. И такое я могу предположить. Одним словом, давайте узнаем. Вот точно что-то ожидать. Как будто не время, перевернулась карта, пятерка пентаклей. В этой колоде карт, посмотрите, у нас как будто человек сидит и ждет, когда откроются двери. И нам показан человек, который в возрасте, который отработал всю свою жизнь и иметь бы мог совершенно другие бонусы, но он находится, видимо, в амбулатории, поликлинике, которая достаточно бедная. Она, не соответствует какому-то современному уровню. И он вынужденно, грустно, кстати, сидит и ожидает, что ему кто-то поможет в его состоянии. По пятерке пентаклей это есть какой-то недостаток. У кого-то из вас будут, возможно, вопросы, вы, может быть, будете ими заниматься, вопросами своего здоровья, правда, у кого-то такое может быть это актуально. И тогда по этой карте как будто... подумать о том, чтобы обратиться к другому специалисту, вполне вероятно. Может быть, если вы, допустим, посетили одно учреждение, вам выставили один диагноз, вполне вероятно, обратитесь к другому врачу, послушайте мнение другого доктора, такое может вполне помочь. Или по этой карте как будто, нет смысла что-то именно ожидать, расстраиваться. Тут как будто нужно действовать. Это перевернулась карта, это не для всех, может быть, одному кому-то даже из вас это важно услышать. Итак, метафора про двери закрытые, да? Есть те двери, в которые, правда, мы сами так хотим войти, а после того, как мы там оказываемся, думаем, и зачем я сюда пришел, и нужно ли мне было, или ломиться сюда, или ожидать. Давайте мы узнаем, что для вас будет в приоритете, что важно знать, мои дорогие. Первая карта. Неожиданность или чего не избежать. Его величество случай, может быть. Чему сейчас не время, что может помешать, а что будет вам помогать. Достанем карту, что скрыто. Может быть, вы чему-то не придаете значения. Или кто-то скрывает. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес – финансы и личная жизнь. Что же важно знать? Паш мечей, вам определенно нужно либо найти какую-то информацию, или вам нужно разобраться в каком-то вопросе беспристрастно, без эмоций, не со знаком плюс и без знака минус. Безусловно, есть какая-то конкретика, которую вы должны узнать. У кого-то это, правда, вот с той пятеркой, которая нам перевернулась, это будет означать обратиться к другому специалисту. Для кого-то из вас собрать информацию, может быть, о том, как обустроить дело, и чтобы это соответствовало по закону, может быть, обратиться к юристу, к адвокату, или в интернете, может быть, даже посредством, какие-то правила регулировки, как будто изучить, как будет сделать правильно что-то. Вот по этой карте нам показан человек, который как будто подсматривает, но вообще значение идет таково. За вами тоже как будто кто-то может подсматривать. Или вы можете как будто наблюдать со стороны и не понимать, в какую сторону развивается тот или иной вопрос или какое-то дело. И в разных сферах жизни здесь это может проиграться. Тогда нужно что-то выяснить наверняка. По этой карте мы ищем информацию точную, и мы ее находим. Вот, видимо, вы будете чем-то подобным заняты. Неожиданности. Да, у вас все прекрасно, мои дорогие. Чем бы вы тут ни занимались. Ваша карта, карта мага. Это правда. Для меня Скорпион всегда проходит по первому старшему аркану. Потому что вы умеете взаимодействовать с тем или с теми, может быть, благодаря вашей особой интуиции. С
теми энергиями, с которыми остальные не могут совладать. Правда, в неожиданностях огромные возможности. И чего бы ни касался вопрос, все в вашей власти, мои дорогие. В неожиданностях, может быть, как раз вы проясните ту или иную ситуацию, и на деле она будет совершенно по-другому обстоять, нежели вы думали, но на какой-то прежний период времени. Вообще, сама по себе карта открывает перед вами еще какие-то возможности. Вот здесь как будто вы находите эту информацию и точно знаете, что нужно делать дальше. И у каждого какая-то своя тема проиграется. Чему сейчас не время? По тузу мечей выход из лабиринта. Ну, нет, наверное, чего-то того, чему сейчас не время. Но я могу предположить, что правда, тут вы какую-то реальность увидите или вот истину как будто раскопаете, узнаете, может быть, о самом себе, если мы говорили про здоровье. Может быть, для вас тайное что-то станет явным, или вы увидите какой-то пункт закона, и вы знаете теперь наверняка, как это работает в отношении вас. Или вы получите какую-то информацию, и как будто тоже то, что было скрыто, теперь я уже точно знаю, определился, что, каким образом действовать, и самое главное, каким не действовать. И это для вас может означать своего рода такой холодный душ, когда вам захочется сказать все то, что вы думаете, как будто отказаться от чего-то. Вы можете, кстати, отказаться от прежнего доктора. Вы можете здесь, ну, где-то быть риски, но нам говорят, не делай резких движений. Видимо, какую-то обстановку не следует обострять. Вы определенно узнаете что-то, причем конкретно, но сказать, что, знаете, ну как с флагом, с этой идеей или с каким-то очень важным выводом для вас лично, вы как будто должны это доказывать что-то или отстаивать свою точку зрения, или от чего-то резко отказаться, мои дорогие скорпионы, вот как будто все равно нет. Что-то следует, наверное, продолжить. Быть магом и волшебником, манипулировать людьми вам как будто придется, манипулировать ситуациями, но быть третейским судьей и серым кардиналом одновременно, как будто обстановка такая может быть, что будет помогать. Вот все то, что я перечислила. Верховная жрица. Карта того или той, которая все знает. И неважно, кто меня смотрит. Мужчины или девушки. Вы, правда, что-то можете как и через информацию найти, но и интуиция вас словно ведет в нужном направлении. Какая-то ситуация для вас будет точно прояснена. Слушайте себя. Вы не случайно маги и волшебники, но, видимо, правильно взаимодействовать с людьми, с обстоятельствами, может быть, с документами, с какой-то конкретной обстановкой. Вот правильно вам нужно как-то поступить. И это для вас будет очень важно. У вас два старших аркана очень серьезные, как маг, так и Верховная Жрица. Вы можете, что помогает, Верховная Жрица, пусть не в этой колоде, но раньше это была карта когда-то, в первых картах Таро, это были итальянские карты, ля Папесса, а известно, что да, история знала, когда во главе католической церкви, увы, стоял не папа, а папесса была. И этот факт утаивается, я уже не буду углубляться в эту историю, это до бесконечности можно продолжать. Вот. Но, тем не менее, в прообразах карт Таро это осталось. Но в большинстве колод эта карта теперь называется Верховная Жрица. Так вот, какой-то период времени та папесса, она скрывала свое женское обличье. Она выдавала себя за мужчину. И вам как будто помогает, когда вы что-то скрываете, мои дорогие скорпионы. Очень, знаете, соответствует карта вашей энергетике, вы умеете хранить тайны. Вот сказать скорпиону это можно на 1000%. Скорее сам проболтаешься, чем о тебе проболтается скорпион. Вот, видимо, вам даже какую-то истину вы узнаете, но нужно хранить молчание и хранить какую-то тайну. Манипулировать, правда, для вас очень важно. Что скрыто? Какое-то ожидание. Королева кубков, вообще кубки, это стихия воды, это ваша стихия. Я не могу сказать, что кто-то нарочито скрывает, но, скорее всего,
как какая-то пауза, или даже нам карта говорит, вынужденная может быть пауза для кого-то из вас, может быть по отношениям это проигрывается, по работе, или вам нужно время для того, чтобы принять, ну, какое-то важное решение. Есть тот момент, что это карта интуиции, и поэтому где-то интуиция вам помогает. Но если и скрываете, то только вы сами. И как будто вам, по крайней мере, в разрезе этой недели идет это тоже в плюс. Дела, работа, бизнес. Ну, здесь у вас будет все складываться наилучшим образом. Вы сумеете со всеми договориться или провзаимодействовать в том ключе, в котором вам нужно. Даже если с точкой вы что-то не расставите по местам, то как минимум начало чему-то будет положено. Либо документы, либо согласования, либо важные разговоры. Здесь как вас рады видеть, вас как рады слышать. И вообще все больше со знаком плюс карты любви. В принципе, у кого-то может проиграться как раз ваша личная любовная история, когда будет поддержка вашего партнера, будет больше и с ним взаимопонимание. Может быть, по части вашей семьи, вашей личной жизни есть какие-то вопросы в оформлении бумаг, или, допустим, поездки, переезда, или еще какие-то ваши личные дела. И тут они тоже будут решаться со знаком плюс. По крайней мере, куда захочет Скорпион, в ту сторону и повернет. Что по финансам? По девятке жезлов мы всегда больше держим оборону, нежели мы тут, к примеру, если про деньги мы говорим, достали из кармана деньги и сказали кому-то возьми. Нет, нам показан человек, который буквально несет двери, да, открыты двери и закрыты. Как будто без дверей стоит дом. И вот сейчас поставит человек эти двери, и дом будет более надежно защищен, как будто. Вот и вам придется, видимо, продумывать свои траты. У вас сильная позиция. Девятка жезлов всегда сильная позиция. Но существует два направления, в которых мы участвуем. В частности, по финансам. Когда вам что-то угрожает, ну, так считается по карте девятка жезлов, значит, переведя на финансы, сферу финансов, когда для вас это необходимые какие-то траты. Правда? Или когда нужно не упустить какую-то возможность в плане какого-то прогресса для вас. Правильно приложить, расходовать как силы, так и ваши финансовые средства. Об этом нас призывает карта. Но деньги как будто будут. Личная жизнь, карта Луна. Для тех, кто в паре, мои дорогие скорпионы, по карте Луна это тепло домашнего очага, это надежность, это внимание, забота наших близких, это участие, ласка, нежность. Все это по карте Луна. У нас девушка проходит по берегу, девушка беременная, как будто ожидает ребенка. У кого-то могут быть, правда, ожидания. Может быть, мои дорогие девочки, вы ждете ребенка. Вот очень может проиграться эта карта для вас. Так вы узнаете, что вы беременны, может быть. Но есть еще и такой момент для тех, кто в сложных отношениях, как будто тоже нет смысла чего-то рвать или от чего-то отказываться. Все-таки у нас в позиции туз мечей, выход из лабиринта, выпадает, чему сейчас не время. Какую-то правду вы знаете, и, возможно, вы с чем-то определитесь, но все-таки как будто нам нужно попасть вот за эту закрытую дверь. И если мы говорили карта мага, у нас это великий манипулятор, то страж дверей, обратите внимание, хамелеон. И вам придется быть хамелеоном. Ну, как будто карта так советует, мои дорогие. Надеюсь, вы меня правильно понимаете. Чтобы со всеми договориться, вот эта дверь, это не что иное, как прообраз Пизанской башни. И да, дверь под наклоном, как башня. И мы знаем, что как будто она падает, но она падает уже столетия и стоит более прочно, чем некие другие строения. Поэтому это прообраз как вашей уверенности, оплота какого-то, цитадели. Как будто мы то место, где мы можем укрыться. Но для того, чтобы нам туда войти, то есть вы должны сохранять свою сильную позицию. Вот о чем нам говорит карта. И при этом правильно взаимодействовать с хамелеонами, мои дорогие. И если вы правда сталкиваетесь с такими людьми, или каким-то образом ваше окружение себя ведет, ну, так, как вы не ожидали, ну вот и будьте вы тоже. С такой же мимикрией приходится как будто подстраиваться. Для вас сейчас будет на этой неделе наиболее важно хранить тайну, молчание, никому ничего не афишировать. Даже если вы уже теперь наверняка знаете, что и как, или как обстоят дела.
Давайте мы достанем совет от карт. Вот интересно. Для вас, мои дорогие скорпионы, и много старших арканов. И достаточно сложные, но только не для вас арканы, как и Луна, так и Верховная Жрица. Еще по Луне нам говорят, пройдет какое-то время, и постепенно еще добавится информация. Что-то тайное станет явным само по себе. Обстоятельства разовьются до какой-то определенной степени. Либо произойдут еще какие-то события, которые от вас не зависят. Они тоже больше ясности добавят. Давайте узнаем совет от карт для вас, мои дорогие скорпионы, на неделю с 1 по 7 января. В целом, каков совет? Будьте внимательны, вам правда придется быть как и хамелеонами, так и магами и волшебниками. Для вас это не составит труда. И вы как будто точно узнаете какую-то правду, вы будете видеть, что есть в реальности, что человек задумал, что он думает. Он еще рта, может быть, не успел раскрыть, а вы уже прочитаете, что он мне сейчас скажет. И выпадает все-таки в карту совет семерка мечей. О чем она? В других колодах это карта вора, поэтому будьте внимательны, как к людям, которые пытаются хитрить, манипулировать. Вы с такими, правда, можете столкнуться. Надо быть еще внимательным, как к паролям аккаунтов. Фишинг процветает. Помните, что когда идут большие праздники, тогда, наверное, и мошенников больше становится. Но и в реальной жизни быть внимательному к своим сумочкам, кошелькам тоже определенно стоит. У нас девушка, изображенная на карте, как будто рисует двери в надежде, что настоящая дверь откроется именно тогда, когда она дорисует ее на бумаге. Но этого не произойдет, поэтому не должно быть никаких иллюзий. Здесь больше хитрости и внимания вам советует карта. Что-то вы узнаете, с чем-то вы определитесь, но афишировать как будто не время. Тем не менее, очень сильная позиция для вас, мои дорогие скорпионы. Значит, судя вот по этой карте Луна, пусть она выпала на личную жизнь, но ведь она может проиграться в любой сфере жизни. Личная жизнь – это не только про любовь. Это то, что для вас сейчас наиболее остро стоит на повестке дня, недели. И значит, будет еще какое-то развитие. Будут еще как новости и обстоятельства, которые для вас прояснят какую-то обстановку. Но вот теперь быть вот этой ляпопессой или верховная жрица, та, которая тайные знания, я знаю, но никому не скажу. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.